Приветствую, мои дорогие друзья, и добро пожаловать в студию Why Not Records. Одним из первых видео на данном канале был ролик, где я сравнивал внешние аудиоинтерфейсы, и теперь по разным причинам я решил обновить и дополнить его. И перейдем сразу к делу. На экране вы можете увидеть сравнительную таблицу основных характеристик наших сегодняшних претендентов. Зеленым я выделил преимущества каждой модели перед остальными, а красным — минусы. В общем и целом интерфейсы схожи по характеристикам, и я на первых порах не знал, какой лучше оставить себе для работы, потому и устроил это сравнение. Только UR22C явно превосходит остальных участников, но она у меня появилась совсем недавно, она дороже остальных, и я добавил ее сюда просто потому, что могу. Сейчас на руках у меня только три интерфейса: Steinberg UR12, UR22C и Focusrite Scarlett 2i2, так что актуальные тесты в студии я проводил только на них. По остальным моделям буду использовать данные, полученные 2 года назад при подготовке первого ролика. Итак, первым тестом я решил сделать сравнение уровня шума интерфейсов при отсутствующем сигнале и сразу же наткнулся на первую неприятность. UR22 довольно-таки заметно шумело. Причем шум на входе был заметен даже при выкрученной на 0 ручке гейна. Что еще интереснее, если подключить микрофон и активировать режим прямого мониторинга, то звук с микрофона также передавался на наушники даже при гейне на отметке в 0. Погуглив в интернете, я обнаружил, что являюсь не единственным человеком с такой проблемой на данной карте. Однако оговорюсь, что UR22 была впоследствии заменена на UR22 MK2 в линейке продуктов. Не исключаю, что на новых версиях данной проблемы нет, но проверить это возможности не имею. Зато на последней UR22C все точно в порядке. По результатам теста можно сказать, что принципиального различия по собственному шуму у претендентов нет, кроме упомянутой выше проблемы с моей UR22. Ну и второй вход UR22C в режиме Hi-Z шумит заметно сильнее конкурентов. Однако это можно объяснить тем, что в этом режиме усиление сигнала гораздо мощнее, чем у той же UR12. Следующим тестом стала запись вокала. Ссылки на записанные отрывки я укажу под видео, чтобы у вас была возможность сравнить качество записи самостоятельно. Однако говорю, что часть сэмплов осталась у меня со времени подготовки первого ролика. Тогда я записывался дома, а вторую партию я записывал уже в студии, и в ней участвовали только 3 интерфейса: Focusrite, Steinberg UR12 и UR22C. В связи с этим прошу сравнивать между собой только сэмплы из одной сессии. Говори, что готова принимать меня таким, какой я есть, но в то же время всех претензий, что ты предъявляешь, мне не счесть. Ты говоришь, что нам не обязательно все время рядом. При записи вокала для первого ролика сюрприз мне преподнесла звуковая от Behringer. Выяснилось, что при использовании карты одним приложением через ASIO драйвера, другое приложение не может получить к ней доступ. Таким образом, я не смог просто включить минус WAIMP и записываться в то же время в SoundForge. Для воспроизведения минуса пришлось использовать другой интерфейс, а для работы прямого мониторинга я соединял выход Behringer на наушники с инструментальным входом второй звуковой джек кабелем и включал прямой мониторинг на обеих. Неприятная особенность, однако если вы записываетесь и воспроизводите минус в одной DAW, это не доставит вам неудобств. Ну и напоследок я решил сравнить уровень усиленного сигнала с микрофона при записи. Вдруг кому-то важно, чтобы в интерфейсе было мощное усиление. Для теста я воспроизводил один и тот же сэмпл с телефона на фиксированном расстоянии от микрофона, чтобы исключить разницу в громкости источника. Запись производилась, конечно же, на один и тот же микрофон на уровнях 50% и 100% усиления входа аудиоинтерфейса. Подпиши эту петицию, или я пойду к тебе домой и убью твою собаку! И снова нельзя сказать, что кто-то из имеющихся у меня сегодня на руках претендентов имеет существенное преимущество. Для удобства восприятия я вывел результаты тестов в сравнительную таблицу с условными оценками по каждому из них, однако принципиальной разницы вы тут не найдете. Все интерфейсы вполне годятся для записи, так что выбирайте, какой приглянется. Если есть какие-то нюансы, которые вы хотели бы узнать, но не раскрытые в данном видео, задавайте вопросы, и, может быть, я сниму дополнение к этому ролику. Ну, как минимум, отвечу в комментариях. Во время подготовки старого ролика полностью меня устроили 2 интерфейса: Steinberg UR12 и Focusrite Scarlett 2i2. Однако Focusrite я одалживал для теста, да и фирме Yamaha я доверяю все-таки больше, потому себе я оставил Steinberg. Теперь же, когда у меня есть Steinberg UR22C, остальные интерфейсы я могу смело использовать для колки грецких орехов. Что ж, надеюсь, я дал вам пищу для размышлений, и хотя бы часть данной здесь информации покажется кому-то полезной. Ну а дальше дело за вами, так что выбирайте с умом. Ешьте орехи, получайте витамины, минералы и антиоксиданты, и услышимся!